Всем привет! С вами Кацунеко. Сегодня мы будем распаковывать очередную посылочку. А что внутри, я не скажу, хотя по названию видео вы уже поняли. Это оригинальный японский Famicom. Вот, заказал я его на Авито у товарища, который живет в Томске. Продавал за 2,5, но за присылку сейчас 300 рублей взял. В итоге отдал я 2800. Ну что ж, приступим. Как нам ее вскрыть лучше? Наверное, здесь. Так, удачно угадал. Ножик справляется с этой незатейливой задачей замечательно. Потом вот так. И вот так. Так, я нащупал правильный вход, но пока не пойму, точно ли он. Пусть будет так. Так, что мы там видим? А там пусто. Какая-то пакет какой-то непонятный. Ох, сколько картонок посыпалось. Но там ничего нету. Так, продолжаем вскрытие. Да, конечно. Упаковали ее на славу. Слушайте, тяжеленькая такая вещица. Здесь у нас пищевая, пищевая пленка. По всей видимости, очень много. Не знаю зачем. Ну что-то плотнее. Типа помучился дядя. Что налипнет ко всему, к столу. Пока доберешься. Вот уже что-то проявляется. Сколько же ее здесь, посмотрите. Куча просто целая. Дохренище ее. Так. Да, пластиком, конечно, воняет.
Ох, даже. Вот, добрались. Фух, что-то я подустал аж. Итак. Ну-ка, вставим. Ложись. Ложись. Блин, слушайте, по сравнению с Dendy, помните, такой конфигурации были Dendy? Блин, тяжелая капец. Или вот Sega новодельный. Это вообще по сравнению с этим Famicom как пушинка. Так, что мы имеем? Внешний вид. Отсутствует заглушка на дополнительные девайсы типа лучевого пистолета. Имеется пятно. Здесь вот желтое. Ну, сами понимаете, приставка это оригинальная японская. Сейчас вот покажу. Видно будет, нет? Made in Japan. Версия HVC 001. Хотя выше написано HVC 002. И видим год. Вот здесь 1983. Продавец уверяет, что она не вскрывалась, не чистилась никак. То есть там внутри, по ходу дела, пипец полный. С 83-го года. Ну, либо им не чистилась. Состояние джойстиков удовлетворяющее. Кнопочки нажимаются. Как вы видите, отсутствуют турбо-кнопки. Проводки еще тоже мягкие. Болтики все на месте. На некоторых имеется ржавчина. Можно это разглядеть или нет? Ну, поверьте мне, она там есть. Прикол на втором джойстике, геймпаде, имеется микрофон, вот его регулятор работает. Также кнопочки есть. Нажимаются туговато, видимо, меньше использовался или резинки не менялись, износились. И отсутствуют кнопки Select Start. Вот. Кнопочки Reset, Power On, Power Off. Здесь наклейка просто красная. Типа включена. Надпись Family Computer Nintendo. Ну, тут какие-то надписи иероглифов. Слот под картриджи, как вы видите, экранированный. То есть это должна быть последняя ревизия консоли. Ну, в смысле платы самой. Так, что мы видим сзади? Ну-ка, повернись к нам жопкой. И мы увидим... Ага. AC-адаптер, питание, TV-гейм, переключатель и CH1, CH2, это, наверное, Channel 1, Channel 2, ну, Channel 2, который утоплен там глубоко. Ого. А нет, переключился. Щелкает. И RF Switch. Это у нас RF Switch. Это обычный антенный вход. Точнее, выход видеосигнала.
есть подключаете к телевизору и играете. Но прикол в том, это же консоль японского региона, поэтому на выходе она выдает NTSC-J, то есть японского региона, который несовместим. Итак, почему именно Famicom, а не, к примеру, NES, NES или AVI Famicom? Ну, все потому, что цена. На 6 августа 2018 года такой вот Famicom, голая тушка, стоит 2000 рублей. Ну, соответственно, плюс доставка, да? А NES стоит от 4-5 тысяч рублей. Также доставка, соответственно. Также голая, без ничего, без проводов, без блоков питания. Только вот 2 джойстика комплекта и тушка. AVI Famicom примерно такая же цена, 4-5 тысяч рублей, плюс доставка. Также тушка, 2 джойстика. Почему я выбрал именно эту модель? AVI Famicom, да, включил и играй. Никаких заморочек, но цена в 2 раза больше. Картриджи, как Famicom и AVI Famicom, поглощают все лицензионные, так и новодел, новые пиратские. Жуют все. Что касательно NES, Nintendo Entertainment System, которая выпускалась в Америке, совсем другая конфигурация идет. То есть она выглядит по-другому. Картриджи вставляются не сверху, а в бок заезжает. И отличается она тем, что на ее картриджах идет 72 контакта. А у фамикомовского, что у AVI Famicom, что у этого, всего лишь 60 контактов. То есть все картриджи намного шире, чем для этой приставки. И на NES еще добавок установлена региональная блокировка, то есть также убирается паяльником. Плюс, если хотите картриджи детства своего запустить, нужно переходник, который стоит где-то 1000 рублей плюс доставочка. Кстати, на NES с добавлением 72 контактов на картриджах, помимо того, что поставили региональную защиту, так они еще убрали поддержку чипов расширения звуковых возможностей консоли. То есть эти чипы расширения устанавливались в сам картридж с игрой. Он стоил, да, немного дороже, но звучание было намного лучше. По поводу адаптера питания. Здесь прикол в том, что нужно использовать именно адаптер питания трансформаторного типа, а не импульсный, потому что импульсник дает помехи, и возможно и даже изображение будет хреновое, но звук точно будет плохой. Будет давать помеху на звук, это точно. Итак, что еще касательно питания? У Famicom идет плюс снаружи, а минус внутри. То есть, как указано вот здесь вот. Видите, снаружи плюс, внутри минус. Так что перед использованием какого-либо блока питания удостоверьтесь, что это так. Замерить можно мультиметром. Я же буду использовать от Sega Mega Drive 2, оставшийся у меня от, соответственно, старой Sega моей. По поводу вот этого вот желтого пятна, конечно, смотрится оно не очень-то красиво. Говорят, можно его убрать с помощью перекиси водорода. Элементарно. Подключение по РФ меня не устраивает. Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Я планирую ее разобрать. Джойстики, саму консоль. Почищу ее и установлю на нее AV-мод. То есть RCA выход для подключения через обычные тюльпаны. AV-мод я буду делать самый, что ни на есть, лучший на данный момент, который идет без полос. Ну, собственно, и все, что хотелось вам изложить, почему я выбрал именно эту модель. Как я вам говорил, она экранированная, является самой последней, легко модернизируется. То есть экранированный слот для картриджей. Давайте перейдем к ее запуску и посмотрим, какую она выдаст нам картинку. Может быть, чем-то удивит.
Поглядим, интересно же все-таки. Короче, прикиньте, народ, полез за телевизионным кабелем, который к приставке соединяется и к телевизору через антенный вход. Ну, у меня вот есть такой Сюбар, он убитый. Я через него транслировал раньше сигнал, разбирал модулятор, который там внутри. Та микросхемка, куда втыкается аудио-видео входы, блок питания. И с компа, короче, транслировал по ТВ, по телевизионному сигналу, короче. То, что я делал на компе, играл, там фильмы запускал всякие. Друзья там в округе даже заказывали мне какой фильм включить. Я как бы сам смотрел, и другие смотрели. И кому-то, возможно, телевизор мешал смотреть. Смотрите, в чем прикол. Я такого еще не видел. Короче, достаю картридж и вижу провода. Они просто тупо туда впились, въелись. Смотрите, какой. Они съели пенопласт. Ну сколько ему лет? Они то ли плавятся, то ли чего. Не знаю, лет может быть 15, может 18 даже. Да, где-то 18 лет этой игровой приставки. Короче, вот который был проводок в пакетике, тот нужный. Ничего не случилось, нормально все. А тут же, смотрите, джойстики как поплавились. Провод. И тут я удлинял. Джойстики, кстати, такие же. Тут Лика написано. На коробке написано Сюбар. Хер поймешь. Не, ну джойстики родные точно. Я провод другой брал, просто он мягенький, хорошенький. А тот, который вплавился, я его, как видите, вот он тоньше. Вот так вот, когда был маленький. Так я делал сросток. Вот китайский провод, который поплавился с пенопластом. Вот тот, который я поставил. Мягенький. Еще нормальный. Может быть, его в джойстике буду использовать. Как-нибудь придумаем что-нибудь. Провода короткие на память. Ну вот и все. Вот такой вот прикол. Короче, пацаны, прикиньте. Решил я использовать для проверки этот картридж. Кстати, мягенько работает штучка. И входит тоже мягенько. Не как на Сеге новодельный. В общем, прикол. Решил я настроить, проверить вам, показать, что качество будет говно. Все вообще невозможно до приличия. Вот на что я очень удивился. Сейчас перейдем на телек. Кому интересны настройки, я настроил на нулевой канал. Телевизор у меня Samsung, модель серия 5, Full HD, 1080p. Захожу в канал, зашел, короче, в ручную настройку, выбрал аналоговый канал. Здесь я уже нахожусь на нулевом канале. По дефолту установил. Кнопка вверх-вниз нажимаете, он идет автоподбор. Эти мегагерцы скачут и находит изображение. Приставка при этом должна быть включена. В общем, на сигнал он не нашел. Не было звука. Я зашел в точную настройку и выбрал вот минус 18. И смотрите, прикол. Тра-та-та-та-та. Слышите гул? Когда я нажму на отражение телевизора, можете видеть, что достает джойстик. Вот, беру в руки. Нажимаю вниз. Гул пропадает. Короче, картинка прикольная. Поставил 4:3. И можно играть. Кстати, гул, возможно, может быть из-за микрофона на втором джойстике.
Картинка тоже нормальная. То есть, ну, не Full HD, конечно. Но прикол в том, что этого шипения практически, ну, я не слышу сейчас. Вот именно в этой игре. Оно есть как бы. Вообще прикол. Я думаю, нахер мне этот AV-мод. Хотя вот полосы вертикальные имеются и... Ну, не знаю. Прям заморачиваться нет. Я весь в раздумье, может быть, вторую заказать Famicom и на ней уже экспериментировать. А на это играть. Ну, остальные там игрушки. Тут 12 в одном, сверху вам не видно. Все тут Duck Hunt по стрелушке, Clay Shoot по тарелкам, по уткам стрельба, по тарелкам, Тетрис. Ну, Тетрис 2 написано, это, по-моему, обычный. Музыки нет. Вот. Единственное, что можно проверить второй джойстик. Поставить на двоих. Еще проверим микрофон. Сейчас попробуем покрутить. Гул увеличится, нет? Так. Берем второй джой. Ну, не берем, я так от консоли кидаю. Ну да, вот. Прыгает на ту и на другую кнопку. Далеко тянуться. Вот. Проверим. Странно, шум сейчас как-то. Вот, про что я говорил. Это микрофон, его надо почистить. И гула этого не будет. Это микрофон. Я вот его всяко разно тыркую, по нему нажимаю, контакт, видимо, плохой, он как бы срабатывает, наверное. Кнопка отключения как бы. Вот вообще пропал. Практически. Вот сейчас вообще пропал. Короче, надо скрывать, чистить джойстик. И все, и не париться ни с какими AV-модами. Не знаю, пока так попробую. Ладно. Ну да, я вам покажу потом свою коллекцию оставшихся у меня игр из 90-х на Дендик. Естественно, пиратские. Попробуем их запустить. Ну а на сегодня все. Всем пока.